За последнюю неделю Келси Андерсон все чаще ощущала тревогу. Ее маленький сын Трэвис начал вести себя странно, подолгу стоял у окна и хныкал, указывая на мусорный бак соседа. Сначала она считала это милым проявлением детского любопытства, но с каждым днем беспокойство росло. Он все настойчивее требовал внимания к мусорному ведру, и однажды даже попытался выбежать из дома, чтобы добраться до него. Тогда Келси поняла, пора действовать. Она отвезла сына к врачу, надеясь, что тот объяснит поведение мальчика. Доктор внимательно выслушал ее рассказ, и выражение на его лице с обеспокоенного сменилось на задумчивое. «С вашим сыном все будет в порядке», — сказал он наконец. «Но я бы рекомендовал вам проверить содержимое этого мусорного бака. Возможно, там есть что-то важное». Эти слова не выходили у нее из головы. По дороге домой Келси все размышляла, что мог увидеть ее сын, чего не замечала она сама. Как только они вернулись, Трэвис снова начал указывать на ведро. Она не могла больше игнорировать это. Держа сына на руках, она подошла к баку. Убедившись, что поблизости никого нет, Келси приподняла крышку. Внутри она увидела то, что навсегда изменило ее жизнь: несколько увядших букетов роз, пустую коробку из-под дорогого вина и записку: «Я люблю тебя и скучаю. С любовью, Остин». Слезы хлынули из глаз. Она сразу узнала почерк мужа. Это была не просто покупка для коллеги, как он ранее объяснил, показав Келси чек с аналогичными покупками. Тогда она ему поверила, ведь розы и вино он обычно дарил ей. Он сказал, что это подарок секретарше Тиффани на день рождения. Ее успокоило его уверенное объяснение. Но теперь у нее в руках было доказательство обмана. Тот вечер Келси провела на кухне, не сводя глаз с записки. Когда Остин вернулся, она молча показала ему содержимое бака. Он застыл. «Я вспомнила, как часто ты наведывался к соседке под предлогом помощи сантехникой», — сказала она, не сдерживая слез. «Я думала, ты просто добрый сосед». Наступила тишина. Она больше не могла жить в лжи. Они сильно поссорились. Остин пытался оправдаться, просил прощения, уверял, что все закончилось. Но Келси не могла простить предательство. За 10 лет брака она отдала ему всю любовь, заботу, отказалась от работы, чтобы быть домохозяйкой и растить их ребенка. И вот теперь все это было перечеркнуто. В ту ночь Остин ушел с вещами. На следующий день Келси позвонила адвокату. Их история любви подошла к концу. Ей пришлось учиться жить заново, быть не только матерью, но и опорой самой себе. Это было нелегко, но рядом был Трэвис, тот, кто первым почувствовал неладное. Она была благодарна своему сыну. Несмотря на возраст, он помог ей открыть глаза на правду. Он не мог сказать словами, но его упорство спасло ее от жизни во лжи. Время шло, и Келси справилась. Она больше не верила в идеальные браки, но научилась ценить собственную силу. Прошлое нельзя изменить, но можно извлечь из него урок и жить дальше, уже зная, что даже самые маленькие знаки могут указывать на истину. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!